кафе, на улице, в парке, на уроке, на тренировке. Здравствуйте! У меня проблема. Я не знаю, где мой телефон. Вы не знаете? Сейчас я думаю, где я сегодня была и что я делала. Это практика номер 12. Наша тема «Где вы были? Что вы делали?» Итак, я не знаю, где мой телефон. Сейчас я расскажу вам, где я сегодня была и что я делала. Может быть, вы мне поможете. Итак, утром я была в школе на уроке. Там я работала. Я была в школе на работе. Потом я была в кафе. Мы были с коллегами. Мы обедали и разговаривали. Мы были на обеде. После обеда я гуляла. Я была на улице. Я гуляла в парке, я гуляла в центре, я была на площади и на мосту. Я много гуляла. Потом я была на тренировке. Потом я была в магазине. Там я покупала продукты. И все. Сейчас я дома. Как вы думаете, где мой телефон? В школе? Или, может быть, в кафе? Может быть, в парке? Вы знаете? Если да, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, ладно. Давайте практиковать предложный падеж. Помните? Если нет, посмотрите урок номер 12. Это места, где я сегодня была. Например, школа. Что? Школа. Где? Где я была? В школе. В школе это предложный падеж. Напишите другие формы. Готовы? Давайте проверим. В школе, на уроке, на работе, в кафе, на обеде, на улице, на мосту, на площади, на тренировке, в магазине, дома. Все правильно? Отлично. Если вы не помните, почему на уроке, на работе, на тренировке, посмотрите это короткое видео. Я рекомендую. А если нет проблем, идем дальше. Итак, где я сейчас? Сейчас я дома. Сейчас я дома. Это настоящее время. Сейчас. Утром я была в школе. Я была в школе не сейчас, а утром, раньше. Это прошедшее время. Давайте посмотрим, как оно работает. Сейчас я дома. Сейчас я работаю. Это настоящее время. Значит, это происходит сейчас, в этот момент. Или обычно, регулярно, каждый день. Каждый день я читаю. Обычно я работаю утром. Это настоящее время. Прошедшее время было вчера или
позавчера. Или, например, утром, если сейчас вечер. Утром я была в школе. Это прошедшее время. Я не сейчас в школе. Я была там утром, раньше. Первая ситуация – примеры без глагола. Например, Антон в офисе. Я в кафе. Письмо на столе. Мы в парке. Это настоящее время. Антон в офисе. Когда? Сейчас. Он сейчас в офисе. Или Антон в офисе каждый день. Это настоящее время. Прошедшее время. Антон был в офисе. Мы добавляем глагол быть. В наши формы был, была, было, были. Итак, он был, она была, оно было, они были. Прошедшее время. Антон был в офисе. Я была в кафе. Была, потому что я женщина. Если вы мужчина, вы говорите «я был в кафе». Письмо было на столе. Письмо – это оно было. Оно было на столе, а сейчас нет. Мы были в парке. И ситуация номер 2 – это примеры, когда у нас есть глагол. Например, я читаю или ты смотришь фильм или он рисует. Это настоящее время. А прошедшее? Давайте посмотрим. Нам нужен инфинитив. Инфинитивы – читать, смотреть, рисовать. Каждый раз мы убираем «т», и добавляем «л», суффикс «л». Что получается? Читал, смотрел, рисовал. И это прошедшее время, форма «он», форма мужского рода. Он читал, он смотрел, он рисовал. Форма «она» – женский род. Она читала, она смотрела, она рисовала. Добавляем «ла». Форма «оно». Оно читало, оно смотрело, оно рисовало. Добавляем «ло». Это немного странная форма, но может быть, почему нет? И форма «они». Они читали, они смотрели, они рисовали. Добавляем «ли». Очень легко, правда? У нас только 4 формы, не 6, как здесь. И нам не важно, это группа 1 или группа 2. Это не важно в прошедшем времени. Итак, сейчас послушайте еще раз мою историю и скажите, что я делала в школе? Я работала или отдыхала? Правильно, я работала. А что мы делали в кафе? Мы завтракали, обедали или ужинали? Правильно, мы обедали. А что я делала в магазине? В магазине я
покупала продукты. Я покупала продукты. А сейчас давайте посмотрим еще раз, что делали мои друзья в субботу. Помните урок номер 12? Итак, это Александр. Где он был в субботу? Где он был в субботу? Да, в субботу он был в офисе. Он был в офисе на работе. А где была Анна? Где была Анна? Анна была в магазине. Отлично. Что она там делала? Да, она покупала новые вещи. Она покупала новые вещи. А где были Антон и его коллеги? Где были Антон и его коллеги? Они были в ресторане. Что они там делали? Что они делали в ресторане? Да, они ужинали. Они ужинали. Отлично. А сейчас домашнее задание. Это ваше домашнее задание. Напишите ваши ответы в комментариях и не забудьте проверить домашнее задание номер 11. Ответы в описании. И, конечно, если вы знаете, где мой телефон, обязательно напишите в комментариях. Жду ваши ответы. Очень-очень жду. Удачи и до свидания. Пока!